Всем привет! Хочу поделиться с вами своим впечатлением о малогабаритном настольном токарном станочке по металлу Proxxon PD250E. Станок я заказывал в Германии с пересылкой по почте. За 16 дней с момента оплаты мне пришла посылка весом 19 килограмм. Упаковка стандартная довольно. Большая коробка картонная, вся перемотанная скотчем. Внутри мятый картон, уплотнители и, собственно, коробка со самим станком. Сама коробочка со станком небольшая, но довольно увесистая. Не такая яркая, как обычно коробки у Проксона, черно-белая. По-русски на коробке ничего не написано. Коробка со станком весит 16 килограмм 200 грамм. Открываем коробку. Первое, что видим, документация сверху уложена на пенопласте. Листочек с ксероксом по изменениям задней бабки. Сравнил схему со схемой в инструкции. Получается, что добавили упорный подшипник в ходовой винт пиноли и нанесли на пиноль гравировку глубины подачи. До этого была наклейка, насколько я понял. Инструкция к станку обстоятельная, много схем по настройке станка по простейшим методам работы на станке. Но это все-таки не справочник токаря, а всего лишь инструкция. Кроме инструкций положен стандартный проксоновский каталог 2015 года, в котором представлена вся продукция Проксона. Поднимаем верхний пенопласт, и вот долгожданный станочек. Весь в пенопласте. Упаковка отличная. Все дополнительные детали уложены в отдельные емкости в пенопласте. Патрон лежит отдельно, упакован в бумагу специальную и полиэтилен. В комплекте со станком поставляются следующие принадлежности. Комплект шестигранных ключей, комплект зубчатых колес для нарезания резьбы и смены, и одно колесо для смены скорости автоподачи, а также зубчатый ремень, который применяется с этими колесами. Комплект шлифованных стальных подкладок под резцы толщиной 0,1, 0,3, 0,5, 1, 1,5 и 2 мм. Вращающийся упорный центр с посадкой на конус Морзе 1, защитный экран патрона с винтом крепления и патрон с прямыми кулачками, комплектом обратных кулачков, патронный ключ и 3 винта крепления патрона к шпинделю. Из всех принадлежностей самое интересное, конечно, патрон. Патрон трехкулачковый с фланцевым креплением к шпинделю. Крепится 3 винтами М5 через сквозные отверстия в патроне. Патрон имеет номер, выгравирован он на лицевой стороне патрона 118.355. Номером 118 пронумерованы прямые кулачки, 355 обратные. Патронный ключ имеет пружину, выталкивающую его из патрона. Это сделано с целью безопасности, чтобы не забыть ключ в патроне и не включить станок с составленным в патроне ключом. Эта пружина на ключе очень неудобная при работе одной рукой. Приходится одной рукой преодолевать сопротивление пружины и в то же время крутить ключ. Поэтому я ее сразу снял, благо она никак не крепится на ключе. Ход кулачков патрона ровный, без зацепов и заеданий. Сходятся кулачки в центре четко вместе. Вороток на ключе можно перемещать, он фиксируется потайным винтиком сверху. Тыльная сторона патрона имеет кучу всяких винтиков и отверстий. Я обязательно сниму отдельный ролик о патроне, когда буду делать его ревизию, промывать его и смазывать. Защитный экран патрона выполнен из толстого оргстекла. Экран крепится к оси с концевым выключателем. Этот хитрый экран умеет обесточивать весь станок, если его не опустить. То есть поднял экран, станок обесточен. Опустил экран, можно включать станок и работать. Фланец крепления патрона имеет 3 отверстия с резьбой М5 для патрона и 4 отверстия с резьбой М4 для дополнительного оборудования, я так понимаю, для 4-кулачкового патрона и для цангового зажима. Посадка патрона на фланец довольно плотная, поэтому необходимо придерживать вал за шкив со стороны магазина. Вставленным винтиком, вращая патрон относительно вала, нащупываем отверстие на фланце и наживляем все винтики.
После чего поочередно их затягиваем. Все, патрон установлен на место. Задняя бабка станка. Для ее перемещения по направляющим станины необходимо воспользоваться шестигранным ключом, который идет в комплекте, чтобы ослабить винт, прижимающий снизу пластину, которая фиксирует заднюю бабку. Ход у задней бабки ровный, перемещается легко. Вообще я переживал за заднюю бабку, точнее за пиноль задней бабки. Думал, что она будет люфтить. Однако при выдвижении пиноли на максимальный вылет в 30 мм люфта на ней совершенно нет. Также мне очень понравилась мягкая подача пиноли. Прямо как на взрослом станке. Вращающийся центр с посадкой на конус Морзе номер 1. По нему просто нечего сказать. Он сделан идеально, выполнен аккуратно очень. Люфта вращающегося центра относительно конуса нет. Перейдем к подачам и суппортам. Винты всех подач закрыты от попадания стружек. Вращение маховичков ровное, плавное, к этому не придраться. На каждой подаче при вращении ходового винта имеется небольшой люфт, около 0,1 мм, который вырабатывается холостым оборотом. Вот лимбы на станочке подкачали. Какие-то несерьезные, пластмассовые, с ценой деления в 0,05 мм. Выполнены из черного пластика, такого же, как на координатном столике КТ-70. Резцедержатель на станке изготовлен из стали с пазами для 2 резцов. Крепится к подвижной части поворотного суппорта одним болтом М6. На всем станке минимум пластика. Он встречается только на выключателях, лимбах, дверца магазина и оргстекло, которое накрывает патрон. Чтобы изменить угол поворотного суппорта относительно оси вращения заготовки, необходимо ослабить винт, который крепит неподвижную часть поворотного суппорта к подвижной части основного суппорта. Опорная плоскость суппорта шлифованная. Все детали выполнены аккуратно и точно. Об этом говорит отсутствие, практически полное отсутствие люфтов даже на максимальном выдвижении. Единственная часть, которая мне не понравилась, это транспортир. Он выполнен как-то чересчур грубовато. На нем совершенно нечитаемая градуировка выполнена. Подвижная часть суппорта поперечной подачи выполнена из стали с Т-образным пазом. С помощью этого паза можно установить на площадку дополнительные приспособления. Теперь посмотрим, какую точность дает патрон и вал. Производитель заявляет точность на валу в 0,01 мм, точность на патроне в пределах 0,05 мм. В качестве калибра для измерения биения на валу я взял развертку, точнее хвостовик развертки. Установил развертку таким образом, чтобы хвостовик чуть торчал там сантиметра на 2. Индикатор часового типа установил на жестком штативе с подключаемым магнитом. Установил штатив на стальную подвижную часть суппорта. Я заранее настроил штатив и выставил индикатор, чтобы не возиться с этим делом перед камерой. Подвел щуп индикатора примерно в сантиметре от кулачков. Станок включил на минимальных 100 оборотах в минуту. Как видно на индикаторе, стрелка показывает биение в пределах 0,01 мм и даже чуть-чуть меньше. Результат, на мой взгляд, для станка данного класса отличный. Измерения я проводил несколько раз. И до съемки несколько раз проводил, и после съемки несколько раз проводил. Результат такой же. Индикатор показывает 0,01, либо бывает, что стрелка вообще чуть трогается.
качестве держатель имеет по 2 винта на каждый резец, высота паза под резец 10 мм. Соответственно, резцы применяются размером до 8 мм. Изменение скорости вращения шпинделя осуществляется механически путем перекидывания ремня по 3 шкивам и электронно с помощью регулировки оборотов двигателя. Получаем 3 ступени с диапазоном оборотов от 100 до 400 оборотов в минуту, от 400 до 1600 и от 750 до 3000 оборотов в минуту. Производитель станка просит включать автоматическую подачу станка в режиме останова. Она не всегда включается с первого тыка, надо, чтобы там кулачки совпали внутри механизма. Поэтому надо повращать шпиндель одной рукой, а второй держать включатель автоподачи до того момента, пока она не включится. При прямом вращении шпинделя осуществляется прямая подача, при обратном вращении шпинделя осуществляется обратная подача. Тут все просто. По умолчанию с завода скорость автоподачи стоит 0,05 мм на оборот. В следующем видео я расскажу о подставке для станка, резцах и первом точении на нем. Всем успехов в работе, спасибо за внимание.